Всем большой привет! Друзья, сегодня делюсь рецептом вкуснейшей домашней рыбной тушенки в автоклаве. Нежнейшая рыба в масле идеально подходит для рыбных салатов, различных закусок или просто с хлебушком. Буду готовить сразу из 3 видов рыбы. Вот посмотрите, это тушенка из толстолоба. Вкуснотень, друзья, нереальные. Самое неприятное, скажем так, в этом процессе это как почистить рыбу и разделать ее. У толстолоба довольно-таки мелкая луска, поэтому разлетаются в разные стороны и довольно трудно его чистить. Поэтому поливаю его сверху кипятком и выдерживаю 5-10 минут. С помощью обычной столовой ложки эта луска очень легко и быстро за считанные минуты очищается. Вот. Конечно же, лучше, чтобы этим занимался мужчина. В таком случае уверена, что рыба почистится быстрее и разделать вам будет ее легче. Большую часть рыбы я уже заранее подготовила, нарезала небольшими кусочками, где-то 1-1,5 см. На одну пол-литровую банку тушенки надо 400, максимум 420 граммов свежей рыбы. А так как мой автоклав вмещает 22 пол-литровые банки, поэтому часть буду готовить из замороженного еще карпа и салаки. Тоже помыла, почистила, взвесила всю рыбу, чтобы мне ее хватило. И при нарезке есть свои нюансы. Реберные кости можно удалять, отправить их на уху. Я этого не делаю, так как в автоклаве все косточки, они потом стают мягкими и не чувствуются вообще. Но нижняя часть брюшка, она такая довольно жирная, поэтому я всегда ее отрезаю так с нижней частью ребер и нарезаю вот такими более мелкими кусочками и буду распределять по всем банкам. Вот эти кусочки более такие постные, мясистые. Нарезают 1-1,5 см. Точно так же карп. Готовить можно из любого вида рыбы. Получится тоже вкусно. Вот такие замечательные красивые стейки. Банки чистые, сухие, не стерильные. Нужен лавровый лист, черный перец горошком, соль, естественно, и растительное масло рафинированное. Укладываю кусочки рыбы на дно банки. Отмеряю чайную ложку соли. И этой чайной ложкой соли не высыпаю ее сразу, а вот так пересыпаю слоями. Это надо для того, чтобы соль более-менее равномерно распределилась по банке. В середину банки добавляю лавровый листик, несколько горошин черного перца, где-то 6-7. И пересыпаю соли, хорошо утрамбовывая до самого верха. И чередую жирные кусочки с такими более постными кусочками филе. Все, укладываю по нижний край горлышка банки. Дальше наливаю 3 столовые ложки полные растительного масла рафинированного. В воду ничего не добавляем. Она тушится в собственном соку. Самое главное хорошо утрамбовать банку, чтобы не было нигде пустот. Пересыпаем солью и в самом конце заливаем растительным маслом. Точно так же с карпом и салака. Так что, друзья, любой вид рыбы подходит. Смело готовьте. Накрываем крышками, закатываем. Я свои банки уже закатала. Отправляю в автоклав, заливаем холодной водой из-под крана на 1-1,5 см, чтобы вода покрыла банки. Накачиваем 1,5 атмосферы в автоклаве. Отправляем на огонь, доводим до 4 атмосфер. И выдерживаем 30 минут при 4 атмосферах. Огонь потом выключаем и даем полностью остыть автоклаву. Моя тушенка уже приготовлена, остыла. Сейчас откроем, посмотрим, какая она получилась. Результат говорит сам за себя. Посмотрите, какие шикарные рыбные кусочки. Тушенка получилась идеальная. Косточки вообще не чувствуются, они растаяли в тушенке при готовке. Очень вкусная, в собственном соку. Готовьте, друзья, смело.
Ну а мне остается надеяться, что рецептик вам пригодится и вы будете так готовить. А я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых интересных видео.